Всем доброй ночи. Дорогие друзья, мы уже говорили о магии Вуду, и много было снято прямых эфиров и роликов, в котором я рассказываю о магии Вуду, о значении магии Вуду. Но, чтобы не отвлечься, я сегодня вам подарю скоропомощники Вуду. Слова, которые могут вам помочь в тяжелой ситуации вытащить из трудностей, спасти, сохранить вам жизнь, может быть, помочь вам трудоустроиться, если вам нужно диктовать кому-то свою волю. И многое иное. Дорогие друзья, у меня были наставники разных национальностей по воле судьбы и по воле сил. И многие из этих людей очень много мне дали знания, очень много оставили своей техники, которым они пользовались. И я им очень благодарна. Самое страшное в этом мире – это быть неблагодарным людям, которые оставили свой след в твоей жизни, которые дали тебе много, и благодаря которым ты очень многое познал, сделал и многого добился. Все мои работы, мои личные работы или работы моих наставников, в любом случае это все, скажем так, многолетний труд, нелегкий труд, на который не каждый человек способен и не каждый выдержит. Итак, сейчас я вам хочу подарить скоропомощники Вуду. Запишите эти скоропомощники и носите с собой. Они вам помогут при трудных ситуациях. И помогут быстро, эффективно. И если учесть, что Вуду – это один из, скажем так, сильных ветвей колдовства, Вуду делится вообще на двое. Есть жречество Вуду, есть колдовство Вуду. Откройте, посмотрите мой ролик. Я там все объясняю, чтобы по новой не начинать. Итак, если вы хотите, чтобы человек, который вам неприятен, вас не заметил, либо вы поздно пришли на работу, и вы хотите, чтобы ваш начальник не увидел этого, не заметил, прочитайте это про себя 3 раза, 3 раза желательно, можете и больше, и заходите. Или вы не хотите столкнуться с неприятным человеком, например, вашим соседом. Вот вы заметили издалека, что он идет, и он сейчас вот столкнется с вами, будет разговаривать о чем-то. Вам не хочется останавливаться. Прочитайте это 3 раза, и обязательно его отвлекут в сторону. Либо ему позвонят, либо он вас не заметит, пройдет. Но в любом случае получится, как вам хочется. Итак, Куджи и Фича, Фанья, Исио, Некане, Аше. Еще раз. Куджи и Фичо, Фанья, Исио, Некана, Аше. Текст будет потом под роликом. Будьте добры, не гоните коней, имейте терпение, такт и уважение. Мы всегда выкладываем потом под роликами текст. Если вам хочется, чтобы вас выслушали, сделали, как вам хочется. Муж ваш, жена ваша, начальник ваш, соседи ваши, кто угодно. Прочитайте это 13 раз, идите говорить. И обязательно решится в вашу пользу. Даже если вы хотите, например, кредит взять, а вам отказывают. Попробуйте, даже в этих случаях может помочь. Мюнджу, Агизо, Нита, Мапензи, Аше. Еще раз. Мюнджу, Агизо, Нита, Мапензи, Аше. Раньше я говорила примерно о чем
ну, примерный перевод. Сейчас не буду говорить, потому что столько стали воровать. Я хочу, чтобы что-то осталось для меня. Вот если люди, своровавшие, не смогут это объяснить, они тем самым покажут, что это создано не ими. Или, по крайней мере, передано не им. При опасности. Если вас преследуют, если за вами хвост, слежка, если вы боитесь зайти в темный переулок, при любой опасности, если дома идет ссора не на жизнь, а на смерть, и вы боитесь, что кто-то кого-то прирежет, читайте это 6 раз. Куокоа, Мими, Миунджу, Куминда, Сааса, Аше. Причудливые слова, но очень сильные. Куокоа, Мими, Миунджу, Куминда, Сааса, Аше. Если дома идет ссора, если вы на улице видите драку, если на вашей работе ссора и драка, если начальник разбушевался, если муж злой после того, как вы разбили ему машину, и вам нужно его утихомирить, это состояние. Читаем следующее. Читать вообще нужно 3 раза, 6 раз, 13 раз. Желательно эти цифры. Ача, Доруба, Миунджу, Хамо. Ача, Доруба, Миунджу, Хамо. Если внезапная боль схватила, и вам нужно дойти до дома или до работы, до больницы, ну, собственно говоря, как-нибудь нужно из этой ситуации вылезти. Шанго, Кутубоа, Ванджу, Маомиву, Мкуки. Шанго, Кутубоа, Ванджу, Маомимбу, Мимву, Мкуки. Читайте до тех пор, пока боль не закончится, не остановится. Если у вас дома незваные гости, или эти незваные гости собираются, а вы не хотите, чтобы они пришли. Если идут с проверками, если замучили, если достали. Здесь слова причудливые, но говорить не буду. Одним словом, если вам не хочется, чтобы эти люди зашли на вашу территорию, или уже зашли и уйти никак не хотят, уединитесь куда-нибудь и читайте это 6 раз. Мбали, Пуся, Мбали, Мбава. Да, язык сломаешь. Кутока, Мситу. Мбали, Мбава, Кутока, Мситу. И через некоторое время эти люди уйдут. Или вообще те, которые собирались, не доедут до вас. Что-то у них случится. Ну, не помрут они, ну, может быть, проблемы какие-то, трудности, или они решают, что им не надо, или мотор не заведется. Одним словом, не приедут они. Чтобы понравиться, чтобы выделиться из толпы, чтобы тебя приняли на работу, чтобы тебя заметили, чтобы тебя увидели, если ты на сцену выходишь, чтобы аплодировали и так далее. Одним словом, понравится. Иджуа, Катия, Мвези. Иджуа, Катия, Мвези. Читайте это столько раз, пока по голове не пройдет такой, знаете, такое теплое течение, пока на голове не станет тепло. Когда эти слова дойдут до вашего подсознания, все, смело выходите. Ну, обычно хватает 3 раза, 4 раза, 7 раз. Уже это очень сильные слова, они сразу же дают о себе знать. И выйдите, и будьте уверены, что в этот день вы королева бала или король бала. Всем удачи, пользуйтесь на здоровье или во благо, как принято говорить.